Чтобы разобраться, как играть в сегодняшнюю игру, нам надо будет разобрать понятие автобатлер. А чтобы понять, что такое автобатлер, в принципе, достаточно поиграть в пьяницу. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geek Media. На столе у меня сегодня Tag Team или 2 на 2. Это игра, в которой каждый из вас создаст себе колоду, перемешанную из карт, принадлежащих двум персонажам. Две из них стартовые отложит отдельно, выложит специальные жетончики и отправится в бой против оппонента, в котором от него будет зависеть буквально практически ничего во время боя. А вот при подготовке к следующему раунду в целом все будет зависеть именно от вас. Это игра так называемый автобатлер, то есть это игра, где компоненты игры по факту играют сами за себя, сами против себя и сами за вас. Но здесь есть специальные правила, которые позволяют вам менять ход игры между раундами. А вот в рамках раунда игра играется уже сама. И это играется очень просто. В этой игре у нас целых 12 персонажей, каждый из которых может комбинироваться с другим. До огромного количества возможностей и вариантов взаимодействия между ними, поиска синергии и так далее. И вот именно на том, как вы сможете скомбинировать себе карты двух персонажей, и на том, как вы сможете противодействовать тому, что делает ваш оппонент, и на том, сможете ли вы прочитал ли он вас, зависит исход этой партии. Давайте потихонечку разбираться, как играть в Tag Team. Итак, изначально игроки разбирают себе персонажей методом драфта или любым другим методом, которым вы хотите разобрать себе персонажей. Можете выбрать их, если вам нравятся одни, а вашему оппоненту нравятся другие. Но фактически как бы у каждого персонажа есть колода из 10 карт, и выглядит это приблизительно вот так. У каждого персонажа есть 9 карт без черной рамочки и звездочки, и одна карта с черной рамочкой и звездочкой. Именно вот эта карта уйдет в отдельную колоду, а вот эти карты, и вот здесь тоже со звездочкой, вот эти карты перемешаются между собой, и вы получите колоду добора, которую будете пользоваться только между раундами. И бой начинается. Вы изначально берете свои вот эти две карты со звездочками, выбираете, в каком порядке они ляжут, то есть какая карта будет сверху, какая карта будет снизу. И ждете, пока ваш оппонент сделает то же самое. А потом начинается автобой, так называемый. Я вскрываю карту отсюда, оппонент вскрывает карту отсюда, и мы оба разыгрываем эффекты с этих карт одновременно. И это значит что? Это значит, что если он меня бьет, например, на 3, а я лечусь, например, на 4, и у меня при этом было всего 2 жизни, то я получу плюс 1 жизнь, потому что 4 лечения минус 3, 3 урона это плюс 1. И я, соответственно, не умру, несмотря на то, что мне был нанесен урон в этот ход. А если, например, мы одновременно друг другу впаяли, то урон придет к нам одновременно. Карты разыгрываются полностью одновременно, и это принцип игры. Как они разыгрываются? У нас на картах будут определенные символы, которые говорят о том, что вы, например, наносите урон оппоненту. А урон оппонент наносит тому, которому карта и принадлежит. То есть в данном случае эта карта принадлежит Вон Фэйхуну. И, соответственно, урон от этой карты, от Ужаса морей, от Чинши, пойдет именно ему. Но каждая карта также зависит от того, каким персонажем вы играете. И это вот как раз очень большая и важная штука в этой игре, то, что делают ваши персонажи и как они взаимодействуют со своими картами. Поэтому основные базисы вам надо понять, это следующее. Мы наносим урон, урон снижается, как только один из персонажей умер, вы проиграли. Из ваших персонажей умер. Но при этом, при всем, у вашего персонажа есть вот эти вот очки силы, и они как раз влияют на то, насколько урон наносит. То есть, например, у нас, если голем сыграет эту карту, видите, вот написано «неси урон». И вот сколько вот этих кубиков у голема, столько урона он нанесет. Но если он не пойдет, например, в щит, а щит также есть, он отменяет атаки. Есть карточки, которые говорят о том, что если, например, ты заблокировал, можешь делать что-то еще, и этим у нас очень сильно Мордред пользуется. Например, вот такой вот щит у него классный есть. Защитись. Если защитился, нанеси урон. И Мордред паяет сам столько урона, сколько, соответственно, у него вот этих вот кубиков силы. При этом есть персонажи, например, вот Джоанна, она, соответственно, добавляет кубики силы себе, вот когда вот, или добавляет их своему партнеру. Есть персонажи, которые пользуются чужими кубиками силы, чужими способностями, короче, много-много всего. Но основная штука в том, что первая карта разыграна, открываем вторую карту, разыгрываем ее. В данном случае эта карта специфически для тех классов. И вот видите, у Бовара она разделена на две части. Про них мы поговорим немножко позже. Ну, допустим, мы эти карты отыграли, разыграли и так далее. Дальше мы берем эти карты в руку. Мы не имеем права менять их порядок. Кладем их вот так. Берем 3 карты сверх колоды. Выбираем из них одну, которую мы будем использовать. В частности, у меня, например, вот здесь вот карта, которая говорит, что она лечится на 3. И если у нее от 8 до 15 вот этих жетончиков, лечит еще на 3 своего партнера.
С другой стороны, вот эта карта от Джоанны с атакой, и если атака прошла успешно, то ты можешь полечить настолько же, сколько ты нанес урона, то есть настолько, сколько твоей силы. Или вот это, просто, соответственно, нанеси урон и подвигай свой маркер. Мы возьмем, например, вот эту карточку. Эти карты уходят под низ. И мы помним прекрасно, что на первой карте Бовар наносит урон, и значит, что, скорее всего, защищаться он на нем не будет, а нам очень важно, чтобы от этой атаки не защитились. Поэтому мы, не говоря оппоненту, куда мы ее кладем ее сверху. А, соответственно, оппонент берет карточку и такой типа, ага, и тоже кладет ее сверху. И мы переходим к следующему раунду. То есть вот все, что зависит от нас в этой игре. То, что мы используем именно в рамках подготовки к следующему раунду. Мы вскрываем карточку. Это наша замечательная карта. Он вскрывает тоже карту. У него карта тоже классная, которая говорит, исцели своего партнера на 2. Но как бы нам все равно, мы наносим ему урон, поскольку мы нанесли урон, мы сами еще и полечились. Дальше открываем эту карточку, он эту карточку, я эту карточку, он эту карточку. Последовательность карты оппонента неплохо бы запоминать, хотя бы в тех местах, где он блокирует ваши удары, и ставить под них те карты, которые вам не так важно, чтобы заблокировали. То есть это как, например, выглядит. Если, например, вот эта вот атака, которая мне важна, очень важна, в какой-то момент он первой картой положит себе карточку с щитом. Я прекрасно понимаю, что моя карта будет входить в щит и ничего не делать, а ему что давать будет за это силу. Причем мне важно, чтобы эта карта куда-то сместилась. Соответственно, я могу сместить ее, только положив карту сверху нее. А вот дальше, соответственно, если оппонент как бы ухитрился понять, что я тоже кладу какую-то карту, чтобы от его щита избавиться, он тоже положит карту сверху. И вот здесь вот эта вот борьба умов идет. Вы пытаетесь понять, куда какую карточку лучше положить, для того, чтобы ваш урон наносился туда, куда нужно, а ваши специальные способности действовать тогда, когда нужно. В этом заключается хитрость игры, и в этом заключается основной геймплей. А то, что все персонажи разные, как в том же самом Dice Throne, например, то есть Троне кубов, то это уже идет маленьким бонусом. И поэтому сейчас давайте пройдемся быстренько по персонажам. Итак, Жанна, она двигает своими специальными способностями по кругу вот этот вот жетончик, и время от времени то дает дополнительную силу себе, то дает дополнительную силу своему партнеру. При этом у нее есть целебные способности, которые может лечить себя, и, в принципе, она неплохо наносит урон, если хорошо получит себе кубиков силы. Но это такой самый базовый, самый простой персонаж, за исключением того, что у него есть вот этот рандольчик. Более простой и более базовый — это Мордред. Вот такой вот персонаж. Вот такой вот. У него достаточно много жизней, и у него достаточно много способностей, которые говорят бей, 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 или отражай, 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 отражай. То есть это такой достаточно прямолинейный чувак, который либо наносит много урона, то есть он говорит, типа, у меня 8 кубиков, если у меня 8 кубиков силы, я нанесу урон. А если как бы нет, то я получу плюс 1 кубик силы. Изначально начинается с 0 кубиков силы, но это все равно как полезная штука. Дальше, соответственно, если у оппонента 4 или меньше жизней, просто убей его. Вот эта карта говорит о том, что если ты пошел этой картой, а у оппонента нет атаки на карте, нанеси ему атаку и так далее, и так далее, и так далее. То есть ему надо вылавливать на вот этих вот тайных нескольких приемах оппонента и вылавливать атаки оппонента на свои щиты для того, чтобы в ответ наносить атаки. Такой прямолинейный, хитро выделанный рога-танк. С Мордородом разобрались. С Жанной тоже разобрались, она достаточно простая и прямолинейная. Чинши. У нее есть вот этот вот трек корабликов. Она вроде как набирает себе пиратов, китайский флот пиратов. И постепенно двигается, соответственно, по этому треку все больше, больше и больше. И у нее часть ее карт завязана на то, где на позиции на какой этого трека вы находитесь. То есть, например, вот видите, вот этот карта говорит, если у вас находится на треке от 0 до 7, то вы можете дать дополнительный кубик силы вашему партнеру. И работает следующим образом. Изначально вам нужны одни карты в колоде, потом нужны другие карты в колоде. И вот этой картой можно, например, заблокировать потом в конце игры, уже двигать ваши карты в вашей колоде для того, чтобы выйти атакой мимо блока оппонента. Это простая. Этот чувак — это единственный двухсторонний планшет, он постепенно пытается накопить себе ярость, вот так вот, здесь вот, чтобы подняться сюда, получить себе сразу плюс 3 кубика дополнительных силы и перевернуться на другую сторону мощным медведем и уже включать у себя способности, которые ему говорят, что он будет постоянно атаковать. То есть, видите, у нас есть сам варвар, Бовар, и есть берсерк-медведь. И вот эти карточки двусторонние, это такая фишка этого персонажа, что он изначально использует левую часть, потом правую часть. Такая вот прикольная штука. Этот товарищ Вон Фэйхун, он единственный, который умеет выкидывать карты оппонента из его колоды. У него есть специальная обилочка, которая говорит Crippling Touch, то есть типа ломает. Но и эта карта, соответственно, тоже уходит с колоды. И вот если на эту карту поймать какую-нибудь крутую карту оппонента, то вы можете сильно испортить тактику оппонента и сломать ему колоду. Также он очень сильно помогает своим партнерам. И вот эта связка Вон Фэйхун и Берсеркер, это прям мощь, потому что он может там за несколько раундов, там за 3-4 лишних карты добора, нафигачить сюда там 9-10 кубиков, и медведь просто станет разрыватором. Есть у нас так называемая дикая шайка.
Это чувачки, у которых есть такой специальный жетон шерифа. И они отличаются тем, что у них на каждой очке здоровья нарисован знак «Стоп». Это значит, что ему нельзя нанести больше одного здоровья за один раунд. Прикольная штука с тем, что шериф сначала лежит у них. Время от времени он будет переходить к вашим оппонентам, вы будете отдавать его одному из героев оппонента. И у них многие способности работают позитивно, если шериф у вас, и негативно, если шериф находится у оппонентов. Это такая штука, что вам нужно стараться как можно чаще возвращать шерифа себе, и есть карточки на возврат шерифа, для того, чтобы вы очень круто и здорово атаковали ваших врагов и получали себе дополнительные возможности и способности. Дальше у нас есть достаточно простой такой чувак, которого зовут Шанго. И этот товарищ говорит вам, что я буду накладывать жетоны огня, вот такие вот, на своих оппонентов. Жетон огня у него служит двум целям. Если он 5 жетонов огня положил на какого-то из оппонентов, что сделать не очень просто по-настоящему. Оппонент просто аннигилирован, вы победили, что бы там ни происходило. Просто вот как бы там ни было, просто все умерло, сгорело. И даже если одновременно Шанго умер, вы победили все равно. При этом у него его способность также работает количество жетонов огня на оппоненте, что тоже очень приятненько. Мадам Бриджит. Мадам Бриджит — это такая странная подруга, у которой, во-первых, есть 2 точки, где она, по идее, должна была умереть. А во-вторых, если вы перебарщиваете, то она, соответственно, возвращается на 4. И это мадам, которая отменяет карты оппонентов для начала и играет карточки, которые наносят ей урон, но при этом, соответственно, старается балансировать на грани своей смерти или, наоборот, типа, уйти слишком далеко от нее. Такой вот необычный, неожиданный персонаж, но играть им достаточно сложно, на мой взгляд. Мефисто — прикольный чувак. У него есть жетон за змейкой. Изначально вы его подбрасываете, чтобы понять, змейка на какой стороне. И он время от времени будет эти жетоны переворачивать, а у него такие же карты, как у Берсерка, двухсторонние, только зависит не от того, в какой вы форме, а в той форме, в какой у вас змейка. На белых картах будет одно, на черных будет другой, и обычно после того, как вы разыграли какую-то карту, жетон переворачивается, и вы попытаетесь сделать себе самую крутую комбо, выстроив из своей карты не только под карты оппонента, но, соответственно, еще по то, чтобы у вас жетон переворачивался постоянно в ту сторону, которая нужна, для того, чтобы разыграть Мефисто. Следующее, вот эти мне чуваки очень нравятся, они очень необычные, потому что их сразу 3. Это лесные жители волшебные. У них 3 трека здоровья. Изначально выбирайте один, которым вы будете изначально играть, и сразу даете бонус своему партнеру. Но как только он доходит до сюда, у вас здесь вот появляется жетончик сюда, вот один уходит, и потом он будет двигаться по этому треку. Их стартовая карта говорит о том, что если на ваши... То есть и она обязана будет разыграна когда-то рано или поздно, проверяться будет один раз, и это по факту бесполезная карта поначалу в игре. То есть ребята из леса появились, их первая карта не будет делать ничего. Но она будет делать вам очень плохо, если у вас вот здесь 4 жетончика накоплено. Потому что эта карта говорит, что только тогда вы проиграли. А так, сколько их не убивай, в принципе, им по барабану. Поэтому гоните эту карточку в самый низ колоды на всякий случай. И еще один момент. У них карточки, которые говорят, что они будут в ходе игры переворачиваться и получать новую способность. Тоже такой прикольный, необычный элемент, которого в других колодах не было. Миледи. Ее основная фишка в том, что она будет себе накапливать вот такие вот жетончики. Будет себе складировать их, складировать. Вот такими символами. А вот такими символами она будет скрывать один жетончик какой-нибудь и получать там различные бонусы. И там бонусы прям крутые-крутые. То есть вот это, например, говорит бонус «Проатакуй», и сразу скрою еще один жетончик. Скрыл еще один жетончик, получил плюс 1 к себе, плюс 1 к своему партнеру. А еще у нее эти символы на вскрытии жетонов есть вот здесь, вот здесь, вот здесь. Поэтому она достаточно много будет вносить урона. Да плюс еще у нее и в конце есть ручка. То есть убить ее выше, чем с предпоследней жизни, достаточно проблематично. Ну и последний товарищ, который у нас есть, это голем. Голем будет накладывать на своего другана вот такой жетончик. За это будет сам голем получать себе немножко урона, но в принципе голем умеет лечиться. А это значит, что когда к этому дружбану придет урон, сколько бы его ни пришло, хоть там 50 штук от медведя дважды, то просто ломается эта штука, и урон остается на месте. То есть это такой танк, защитник и помощник. И это вот, в принципе, все первые 12 персонажей. Говорят, что коробки будут еще и другие. Уже были спойлеры про то, что коробочка новая будет выходить, и там будут другие персонажи. Все будет совместимо. И я прям не сомневаюсь, что если игра пойдет, в ней будут там всякие коробки и по Марвелу, и по всему остальному. Если вам нравятся дуэльные игры, простые, по своим механикам, но при этом, чтобы было где немножко подумать, где было похитрить с оппонентом, и главное, если вам нравятся игры с майндгеймом, то есть с играми разума, где вам надо подумать, что ваш оппонент подумал, что подумали вы, вот эта игра, в принципе, вам подойдет. Вам будет интересно в нее поиграть, попробовать комбинации персонажей и посмотреть, что вы можете сделать с вашим оппонентом, всего лишь добавляя одну карту в колоду каждый ход. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока.